Как вы видите, сегодня у нас апрель, и мы представляем вашему вниманию Geely Manjaro и Chery Tiggo 9. Посмотрим, что это за автомобили, как они отличаются и какой вам понравится больше. Будем ждать комментарии. Geely Manjaro ниже, компактней, собранней. Но тут всего 5 посадочных мест, достаточно большой багажник. Самое главное, это полноприводные машины, и для них очень большое значение имеет клиренс. Клиренс автомобиля Geely Manjaro 21 сантиметр. Давайте посмотрим, что у нас с колесами. Колеса здесь и там 20 диаметра установлены, но здесь размерность 245 на 45, а у автомобиля Chery Tiggo 245 на 50. Автомобиль большой, статусный, солидный. 7 посадочных мест, 3 ряда сидений, ну и, соответственно, современные выдвигающиеся ручки. А на Geely Manjaro установлены классические ручки вот с такими хромированными вставками. Чтобы защитить этот автомобиль при езде вне дорог, колесные арки, двери и, соответственно, бампера внизу специально защитили матовым пластиком. Он дает возможность не повреждать лакокрасочный слой, ну и не получать неприятные царапины. На двух автомобилях установлены камеры 360 градусов, подогрев лобового стекла, панорамные крыши, светодиодная оптика, ну и, собственно, интеллектуальные круиз-контроли. Давайте посмотрим, что у нас находится под капотами. Итак, под капотом Geely у нас 2-литровый турбированный двигатель, 238 лошадиных сил, автоматическая коробка скоростей, 8-ступенчатая, ну и, собственно, это дает возможность при небольших габаритах самого автомобиля разгоняться на 0,3 секунды быстрее, чем Chery Tiggo 9. Здесь все сделано по классике. Аккумулятор, воздушный фильтр, двигатель, маслозаливная горловина. Здесь у нас находится блок управления двигателем, генератор, расширительный бачок системы торможения, расширительный бачок системы охлаждения двигателем. Заливается антифриз вот у нас вот сюда под голубую крышку. Классическая исполнение капота, небольшая тонкая шумоизоляция, достаточно плотная. Ну и, собственно, замок центральным расположением с 2 газовыми стойками. Теперь смотрим, что под капотом Chery Tiggo 9. У меня есть такое ощущение, вот когда капот открываешь, что два автомобиля отличаются где-то по возрасту, вот по созданию, да, 3-4 года. Потому что здесь у нас уже все скрыто, большой пластиковый щит и 2 небольших лючка. Один скрывает достаточно большого размера аккумулятор, и второй скрывает двигатель. В общем, все закрыто, особо ничего не посмотришь. Но мы здесь знаем, что здесь 2-литровый турбированный мотор, 245 лошадиных сил, тоже 8-ступенчатый автомат. Машина динамичная, быстрая, но вот именно до 100 она всего на 0,3 уступает Geely Manjaro, исходя из того, что все-таки машина по габаритам больше, и это сказывается. Еще интересный момент по этим двум автомобилям вот в чем. На Chery у нас больше мощность, 245 лошадиных сил, но при всем при этом здесь более экономичный режим работы двигателя. Chery Tiggo при своей 245 лошадиных силах оказывается более экономичным автомобилем. Почему? Потому что в городе этот автомобиль потребляет всего 10,3 литра, а если мы говорим про Geely Manjaro, он потребляет 11 литров и 0,3. Ну и, соответственно, это в городском режиме, в смешанном цикле на литр меньше, и 1, и 2. Получается, что мощность здесь выше, динамика здесь всего на 0,3 и выше, а здесь на целый литр более экономичная машина. Почему и сказывается, да, вот мое такое ощущение, что технологии уже чуть-чуть шагнули вперед. Уже отличается даже не только по внешнему виду, но самое главное по экономичности. Под капотом у нас, соответственно, закреплена тоже такая небольшого размера плотная шумоизоляция, тоже 2 газовые стойки, ну и, собственно, центральный замок. По внешнему виду автомобили отличаются огромными радиаторными решетками. Ну, конечно, Chery Tiggo прям с кристаллами такими выделенная большая радиаторная решетка. Здесь у нас прячется радар интеллектуального круиз-контроля, буксировочный крюк, парктроники, и здесь прячется камера. У Geely Manjaro радиаторная решетка чуть-чуть поскромнее, поуже, вертикальные ламели, парктроники. Ну и, собственно, камера здесь находится сверху. По фарам здесь 2 ряда светодиодных ходовых огней, ну и, собственно, блоки ближнего и дальнего света. Что касается Chery Tiggo, здесь 1 ряд светодиодов ходовых огней и тоже 2 блока ближнего и дальнего света. Пойдемте посмотрим, как отличаются автомобили по корме. Chery, как всегда, центральный большой стоп-сигнал с дублированием сверху под крышкой спойлера. Ну и, собственно, здесь спрятана двухпоточная выхлопная система. Запаска здесь полноразмерная, находится под задним бампером. Корма Geely выделяется хромированным декоративным элементом. Он и на уровне фары, и на уровне кромки бампера. Под кромкой бампера располагается выхлопная система, а здесь
только такие декоративные элементы, которые дают намек как бы на диффузоры. Запасное колесо находится внутри. Обязательно не забываем, вот в этом месте у нас находится камера. Протираем пальцем. Ну и вот здесь сбоку открывается багажник. Он начинает так красиво переливаться. Кнопка у нас здесь одна. Машина нам досталась с резиновым ковриком. И вот здесь под полом находится ниша, в которой помещаются всякие мелочи, ну, соответственно, набор автомобилиста, знак аварийной остановки, все здесь. И самое главное, только под ним уже находится полноценная докатка. Я, если честно, вот не понимаю, что будет, если вы поменяли в дороге полноразмерное колесо, и как его сюда положить, что здесь надо будет делать, если у вас груженный багажник, да, как это все будет размещаться, особенно если там был дождь, грязь, вот это вот, ну, такой момент с докаткой вызывает вопросы. Но вот ниша под полом хорошая штука, потому что по багажнику у вас вся мелочевка, которая у вас всегда есть, она не болтается, и здесь вы спокойно можете класть там, не знаю, там сноуборды, доски, рюкзаки, какие-то вещи, и они не будут мешаться друг другу. Chery Tiggo 9, тоже пальчиком здесь протираем камеру, кнопочка нажимается здесь, одна кнопка на багажнике, но, соответственно, в багажном отделении оно вместительней, но это только при сложенном третьем ряде. Коврики у нас здесь на две части разделены. Ну и, собственно, вот там у нас находится сиденье. Потянем за веревочку. Раскладываем кресло. Здесь у нас, соответственно, складной подголовник. Ну, в общем, я там смогу поместиться. Давайте проэкспериментируем. Я прям через багажник. Ну, ладно. Не, я так не залезу. Это... Кто-то слишком много сегодня ел. О, здесь сверху есть кнопка, которая дает возможность складывать еще и передний ряд. Вот он ушел вверх, и сиденье откидывается. Все, теперь я могу спокойно сюда залезать. Закрываю за собой дверь и нажимаю кнопку. Один раз нажал. Все, сиденье пододвигается. И можно в любой момент остановить. Вот. Соответственно, если бы я садился сейчас на второй ряд, я бы отодвинул нижнюю часть и хватает достаточно много места. Здесь у нас сверху подача воздуха. Так, вот так вот она регулируется. Есть подсветка, лампы. Вот. Ну и, собственно, здесь еще можно спокойно перевозить вещи. Поэтому, видите, даже при моих там 90 килограммов я здесь помещаюсь. Ну вот, видите, что и следовало доказать. Чтобы выйти из автомобиля, достаточно нажать один раз кнопку на сиденье. Оно само складывается, сдвигается пассажирское переднего ряда тоже вперед. И можно будет сейчас выходить. Кстати, сиденье здесь тоже с ремнями безопасности. Вот они здесь в спинках. Открываем дверь и выходим. Нажимаем кнопку, складывается. Закрываем. Убираем подголовничек. И вот здесь вот у нас ручка. Складываем в ровный пол. Что у нас здесь находится еще под полом? Поднимаем второй коврик. Насколько я понял, вот эта у нас часть, это что-то САП, по-моему, потому что, судя по длинному каналу, ну, в общем, относится к музыкальной системе. А здесь у нас поддон с домкратом, знаком аварийной остановки, буксировочным крюком. Ну, в общем, все, что нужно, чтобы снять запасное колесо, которое находится у нас под бампером, и поменять его. Оно, кстати, здесь полноразмерное, поэтому любое из колес сюда спокойно помещается, и не нужно выгребать всего из багажника, чтобы произвести замену. Все положили на свои места, ровный пол, места много, можно закрывать. Посмотрим, что у нас внутри. Кстати, хочется сказать, что и один, и другой автомобиль имеет автозапуск, но если мы говорим про Geely Manjaro, то он заводится только с ключа. Если мы говорим про Chery Tiggo 9, этот автомобиль заводится и с ключа, и с приложения. У него здесь полноценное русскоязычное приложение, в общем, доступное сейчас. Geely Manjaro внутри нас радует таким интересным сочетанием черного с зеленым и золотыми матовыми декоративными элементами. Даже, я бы сказал, это матовый хром. Декор здесь просто черный в продолжение мониторов. Давайте запустим автомобиль. Нажимаем старт-стоп. Двигатель запустился. Что интересного у нас есть? На каждом автомобиле из представленных сегодня есть подогрев лобового стекла. По нитевидным волнистым линиям это можно определить. Ну, давайте ознакомимся с салоном.
Что у нас здесь есть? Ручка для пассажира такая достаточно внушительная. Монитор для водителя. Он еще продублирован проекцией на лобовое стекло. Есть центральный монитор мультимедии, где достаточно удобно настраивать все опции. Плюс в продолжение идет монитор для пассажира. Не знаю, насколько часто им будут пользоваться, но самое главное, что он здесь есть. Дальше, по сочетанию цвета, конечно, это такой зеленый с золотом. Нарядный вариант. Золотая строчка есть не только на панели приборов, но и на креслах по бокам, соответственно, тоже есть. По креслам здесь есть только вентиляция и подогрев на переднем ряду, на заднем ряду здесь только подогревы. На центральной консоли у нас есть место для зарядки телефона, оно такое в углублении. Единственное, что плюсом большим является то, что отсюда он вряд ли вывалится, но и, конечно, смотреть навигацию на нем будет достаточно проблематично одновременно, если вы это захотите делать. Интересное исполнение ключа. Оно в цвет декоративного элемента зеленого имеет цвет. Соответственно, дальше у нас идет переключение передач. Причем здесь, чтобы переключиться на драйв, надо 2 раза дернуть. И переключиться с драйва 2 раза дернуть ручку для включения заднего хода. Камера, соответственно, с круговым обзором 360 градусов. Вот она здесь отображается. Можно посмотреть, изменить направление камер, переключать направо, налево, соответственно, вот все автомобили, и куда будет двигаться автомобиль, траектория здесь тоже простраивается. Дальше, что мы имеем? Здесь у нас переключение режимов. Есть экономичный режим, комфортный, спортивный, интеллектуальный режим движения, и есть внедорожный. Высота автомобиля не меняется, настраиваются именно алгоритмы работы систем. Также здесь у нас под крышкой находится 2 подстаканника, ручка переключения и снятия с ручника, он здесь электронный. И в подлокотнике достаточно большое место. На панели приборов, что немаловажно, есть физические кнопки. Для всех быстрых действий это настройка температуры, вентиляции, мод, соответственно, направление, выключение кондиционера, подогрев заднего стекла, лобового стекла. Все здесь, соответственно, быстро в зоне доступа. И кнопка включения аварийки тоже находится здесь. На руле у нас расположены подрулевые переключатели. Здесь на торце одного из них включение заднего дворника, прерывистый режим и, соответственно, выключить. Есть изменение кольцом интенсивности движения дворников. Можно включать автоматический режим, можно принудительный, также можно включить омыватель лобового стекла. Все включается с этой стороны. Для меня это непривычно, у меня все-таки в моей машине здесь находится переключение передач. С левой стороны от руля находится включение света. Вот он сейчас в автоматическом режиме. Это у нас включается автомат, ближний, габариты. В общем, можно поморгать дальним светом. Поворотники тоже расположены на этой ручке. При включении поворотников включается камера. Это удобная опция. И вы видите, что находится справа, либо слева, куда вы будете поворачивать. Не могу привыкнуть к переключению передач. 2 раза приходится нажимать один и тот же рычаг. Меня немножко это смущает. Может быть, к этому можно привыкнуть, но пока для меня это, наверное, такой пунктик. На потолке у нас расположена подсветка светодиодная, и открытие шторки панорамной крыши, и регулировка открытия панорамной крыши. Удобно, солнцезащитные козырьки, потолок из ткани динамика, как, наверное, все-таки проще говорить алькантара. На автомобиле декоративный элемент такой золотисто-зеленый. Здесь же кнопки расположены памяти, 2, регулировка зеркал, открытие стеклоподъемников. Все это физические кнопки, вплоть до открывания багажников. Оно все под рукой. Удобно. Здесь у нас музыкальная система Bose. И на самом кресле находятся регулировки сидений. Вперед-назад, вверх-вниз, наклон спинки, поясничный отдел. Все регулируется внизу. Руль удобный, достаточно плотный, небольшого диаметра. И управление круиз-контролем, ограничение максимальной скорости есть, и другие мультимедийные опции. Очень удобно управляется. Что хочется сказать про мультимедиа. Apple CarPlay у нас таким образом здесь подключается. Говорят, он работает только, по сути, в таком виде. В самом
автомобиле его нет. И, собственно, здесь нет Яндекс.Навигации. Пробок и так далее, отображения вы здесь не найдете. Здесь управление телефоном, системой, автомобилем. Все есть, все на русском языке. Но вот что касается мультимедийных решений, посмотреть фильм или там послушать музыку по сути, вы можете только по Bluetooth. На что хочется обратить внимание, здесь отсутствует регулировка по высоте ремней безопасности переднего ряда. Сзади, соответственно, ремни есть, подлокотник присутствует с подстаканниками. Места в салоне сзади много. Светло за счет панорамной крыши, есть подсветки. И удобная опция — это третья зона климат-контроля. Все управляется здесь под рукой, подогрев заднего ряда сидений, температура, направление обдува. В Chery Tiggo более строгий и лаконичный салон. Чувствуется, что машина выпускалась на 3 года позже, чем вышел Geely Manjaro, и это современные технологии здесь во всем отображены. Строгие линии декора, черный салон, строгая прострочка. Ну и давайте пройдемся более подробно. Матовая крышка панели приборов, Алькантара. Здесь большой монитор. Монитор поменьше для водителя. Этот монитор решает сразу все функции. И для пассажира здесь не нужна отдельная часть. Да, получается, что в Geely Manjaro их 3, здесь 2, но все вместе они работают слаженней. Почему? Машина легко может открывать, закрывать окна и выполнять многие опции голосовыми командами. Такого в Geely Manjaro, к сожалению, еще не было. Здесь это есть. Привет, Chery. Привет. Открой окна. Хорошо. Машина легко открывает окна. Привет, Chery. Закрой окна. Хорошо. Сквозняк, снег. Удобный монитор. И самое главное, здесь есть и Android Auto, и Apple CarPlay. Все работает без проводов. Ну и можем, соответственно, пользоваться. Давайте побродим по меню. Настройки все интуитивны. Есть, кстати, навигация Яндекс с пробками. Все легко отображается. Загруженность города. Вы спокойно можете построить себе нужный маршрут. Все здесь под рукой. Ну, соответственно, вентиляция сидений и переднего, и второго ряда. Подогрев, соответственно, тоже и переднего, и второго ряда. Есть еще даже функции массажа на 2 передних креслах. Массаж регулируется, все это здесь присутствует. Вот. Климат-контроль удобный, все под рукой, все видно. Сенсоры, настройки здесь есть. И также можно спокойно управлять голосом. Привет, Chery. Я тут. Сделай потеплей. Хорошо. Привет, Chery. Я слушаю. Подними температуру в салоне. Хорошо. Видите, было 26, стало 27. Ну, очень удобная опция. Не надо отвлекаться от движения. Вы спокойно смотрите на дорогу, и монитор вам для этого не нужен. Но здесь, помимо этого, есть много вещей, такие как ВК, мессенджер здесь присутствует. Есть возможность посмотреть погоду. Все легко загружается в онлайне. Ну, в общем, действует без задержек, без замедлений. На панели приборов у нас есть беспроводная зарядка. Если у вас телефон на ней лежит, то спокойно можно и смотреть навигацию, если кто-то хочет пользоваться какой-то своей хитрой программой. Есть место для второго телефона. Ключ вот у нас вот такой. Здесь у нас запуск удаленный, закрыть автомобиль, открыть багажник, ну и, соответственно, открыть автомобиль. 2 подстаканника, управление режимами. Можете включать эко, стандарт, 4×4. Полный привод здесь интересный. Мы сейчас, кстати, ездим по снегу на летней резине. Машина ни разу не забуксовала, нигде не скопалась. Грязь, снег, спорт, стандарт. Ну, в общем, мы сейчас оставим на снегу, чтобы было удобно нам добраться до дома. Что еще? Подлокотники. Большая ниша. Здесь, кстати, она с охлаждением от системы кондиционирования. Есть регулировка сидений сбоку, пассажирские. Вот здесь вот у нас можно настраивать. Сверху у нас управление люком, микрофоны. Но интересная вещь, здесь больше в подголовнике водителя. Здесь отдельные 2 колонки, вот они, справа-слева. И за счет этого вы можете разговаривать по Bluetooth и слышать такое ощущение, как будто вы разговариваете прямо по телефону напрямую. Пассажиры слышать не будут, у вас, соответственно, отдельные колонки для этого есть. Что касается остекления, оно здесь двойное, проклеенное. Мне нравится то, что управление креслами, настройками, оно на двери.
под рукой. Память, кстати, сиденья, вот мы, смотрите, я настраиваю, отодвигаю, и машина сразу предлагает сохранить. Вам не нужна отдельная кнопка, у вас прямо здесь сохранить, настройки кресла. Вот. Что еще удобно? Круиз-контроль есть, мне нужная опция, я без нее прям страдаю. В многих китайских автомобилях ее нет. Это ограничитель максимальной скорости. Выставили 78 км в час и спокойно на спидометр можете не смотреть. Хотя это тоже опция под рукой, проекция на лобовое стекло, прям отображает четко скорость. Есть режим зима, когда он подсвечивается синим, и на белом снегу она не сливается. Собственно, что еще? Подсветки. Подсветки салона здесь прям такие в богатом ассортименте. Вот у нас свет. И можно выбирать несколько уже запрограммированных вариантов. Вот сейчас, например, она такая фиолетовая стала. Вернем обратно на зеленую. Можно в ручном, там из 64 цветов выбирать. Можно включить режим ритмичного изменения. Поэтому все на настрой на ваш комфорт. В общем, что касается руля, он больше, чем у Geely Manjaro. Он чуть-чуть тоньше, но мне вот именно такой размер руля нравится. Он чем-то напоминает Mercedes. Ну и самое главное, что здесь именно мерседесовская схема управления коробкой передач. В одно касание включили задний ход, в одно касание включили драйв. На панели приборов сразу отображается на мониторе картинка в очень хорошем разрешении. Сейчас вот уже на улице и снег идет, и плюс и так не светло, но все равно четко все отображает. Давайте еще раз включим задний ход, посмотрим, да. Можно направление менять, можно вот включить драйв, и вы, соответственно, все видите. Плюс машина, она здесь прозрачная. Вот давайте проедем назад. Видно, что под вами происходит, как отображается картинка. В общем, все у вас в зоне видимости. Ничего от ваших глаз не спрячется. На рулевой колонке есть еще блок, который сканирует ваше поведение, ваши глаза, мимику. И, конечно, ассистент помощи водителю, он такой уже серьезного уровня. Я пару раз засыпал за свою жизнь за рулем. И вот эта вот вещь, она вам не даст заснуть, она вас разбудит и сделает все, чтобы вы не попали в аварию. Не перегруженная панель приборов. Здесь только самая необходимая информация. Она сюда выдается. В общем, все самое необходимое. Клавиши на руле Manjaro здесь заменены сенсорными кнопками. В общем, управление оно дается здесь легко. И круиз, и все. В общем, оно с тактильным подтверждением нажатия, но при всем при этом это сенсорные кнопки. Есть на потолке углубление под очёшник. И я так понимаю, что его, в принципе, через дополнительное оборудование можно здесь заказать. В Manjaro этого нет. Ну, здесь потолок тоже черного цвета, но он тканевый. Подсветка светодиодное зеркало в козырьке. Вот. Комфортный автомобиль. Ну, давайте перейдем на задний ряд, сейчас посмотрим, что там. Хочется отметить, что здесь на стойке, в отличие от Manjaro, есть регулировка по высоте ремня безопасности. Ну, соответственно, места для ног здесь более чем достаточно на втором ряду. Есть еще третий. Здесь на центральной консоли отображается информация о вентиляции, о подогреве сидений. Соответственно, есть такой вот более мощный подлокотник. В нем подстаканники отдельно раскладываются. И плюс есть ниша под всякие мелочи. Вот. Сиденья комфортные, и они с электрорегулировками. Можно регулировать угол наклона спинки, можно двигать его вперед-назад. В соотношении 60/40 оно регулируется. Плюс это дает возможность складывать сиденье, чтобы попасть на третий ряд. Кнопка находится здесь, на правой стороне. Сиденье один раз нажали, оно будет складывать это сиденье, и, соответственно, вот оно поехало, чтобы дать возможность сесть на задний ряд. И обратно. Все мы убираем. С электроприводом все, второй ряд очень удобен. Панорамная крыша, ну, как всегда, со шторкой. Эта часть не открывается, это приподнимается и, соответственно, тоже сдвигается назад при необходимости. Хоть машины и находятся в одном ценовом диапазоне, они принципиально разные. Кому-то нужно для большой семьи 7 посадочных мест, а кому-то машина необходима для поездок за город. Каждый выбирает сам для себя. Ищите плюсы, минусы и делайте свой выбор.